talking about Noah's Ark. Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили вчера. Вчера мы говорили о Ноевом ковчеге. And we first of all were showing you some of the things that describe and express to us the capacity of the ark. И вот сначала мы с вами посмотрели те вещи, которые помогают нам понять всю вместительность Ноева ковчега. And just as a matter of quick review, we said that the capacity of the ark was about 569 railroad boxcars. Мы с вами говорили, что по объему ковчег приравнивался к 569 вагонам. So that was huge. То есть вы можете представить, насколько огромен он был. Now, I want to talk to you this morning then a little bit about some of the discoveries of things about the ark. Вот сегодня я бы хотела поговорить о тех вещах, которые были найдены в отношении Ноева ковчега. There have been a number of archaeologists that have gone to the location in Turkey. Было очень много различных археологов, которые ездили в Турцию, вот в эту местность. This particular structure was first sighted from an aircraft, a Russian aircraft. Это вот конкретное место было найдено и было увидено с русского какого-то самолета или чего-то. And when they looked at it from the sky, they thought this doesn't look like just a natural thing that would normally be there. И вот с высоты, глядя на это место, они подумали, что очень странная структура, то есть неприродная структура. Now, a lot of archaeologists and people who've been looking for the ark for years have been looking at it on Mount Ararat. И вот многие археологи, многие люди, которые искали до сих пор, ищут ковчег, они пытаются найти его где-то на горе Арарат. Now, the Bible doesn't say it landed on Mount Ararat. Но в Библии не говорится, что он остановился непосредственно на горе Арарат. If you look at it carefully, it says it landed in the mountains of Ararat. Если очень конкретно прочитать текст, там говорится в горах Араратских. Which means that it would have landed probably much lower in order to get all the animals out of the ark. Что фактически означает, что, скорее всего, ковчег остановился немножечко ниже самой верхушки горы, для того, чтобы животным было удобно сойти. And then, after the animals had gotten out of the ark, Noah and his family would have settled in a certain area, a place. И вот потом, после схода животных, то Ной со своей семьей мог выйти и поселиться в какой-то местности. And the ark basically would have stayed in that same location. Ну а, естественно, ковчег оставался бы в том же самом месте. Now, this is what was sighted, and so archaeologists began to go there and take a look to see if they could decipher what was actually there. И вот, как бы, зная это, археологи возвращаются туда и вот, видя вот это, пытаются решить для себя, что это такое и вообще, что там было. It's within sight of Ararat. То есть вот эта местность, как бы, в местности Араратской. And they have found a number of things they call anchor stones that we'll describe and talk about. И там нашли очень много таких камней, которые называются якорные камни. И вот мы о них еще поговорим. One of the archaeologists that we'll mention was a man by the name of Ron White. И вот один из археологов, о которых мы будем с вами говорить, это человек по имени Рон Уайт. I'll show him. I have a picture of him in here У too. меня есть его фотография, поэтому я вам покажу. But what they discovered is that in this structure there are timbers there. И вот что они нашли, что в этой структуре есть бревна. These would be like the outside structure parts of a ship. Ну вот внешне вы даже видите, что немного похоже по своей структуре на корабль. And they have found, and they have actually cut out sections of it. И вот они нашли и даже вырезали некоторые фрагменты. Just to show the wood. The wood has been petrified. Чтобы показать, что вот это окаменевшая древесина. When they checked the dimensions of this object, Также, измеряя вот замеры этого объекта, they discovered that the dimensions of this object are precisely the dimensions that are mentioned within the Bible. они пришли к выводу, что эти замеры очень соответствуют тому, о чем говорится в Библии. Except for the fact that over a long period of time, it has like splayed outward. Кроме вот того факта, что со временем и с грузом
течением времени эта структура немного разошлась в ширину. The reason it has become discovered is because there was an earthquake and part of the structure slid some, and it opened it up a little bit. Почему это произошло? Потому что в этой местности было землетрясение, и, скорее всего, вот эта структура немножечко сдвинулась и немножечко приоткрылась. This is actually a picture of Ron Wyatt. Вот здесь фотография Рона Уайта. And I've had some good friends of mine go with him to Turkey and actually see this Очень хорошие and мои друзья walk over it and look at it with Ron Wyatt. вместе с ним ездили в Турцию, видели эту местность, вот ходили там, видели все, что он видел. Ron Wyatt died just about a few years ago. Несколько лет назад His Рон wife, Уайт his умер. family, and his organization is continuing to try to discover all they can about this site. Вот его жена, его организация до сих пор работает над тем, чтобы найти как можно больше информации относительно вот этой местности. One thing that he wanted to do is, without disturbing the site, put a structure over it called that would allow him to do what's called subsurface radar. И вот он также попытался без нарушения структуры эту местность покрыть вот такими сенсорами, которые, эта структура называется подземный радар. Geologists, То есть геологи oil companies, a lot of different ones use this kind of и вот approach to try to find out what's underneath the ground. пользуются этим подходом для того, чтобы узнать и найти, что находится под землей. And he discovered that this was the basic structure of what was found there. И вот он для себя нашел, что как бы так выглядит вот эта структура. This is just a machine that's recording the subsurface radar. Вот то, что вы видите, это схема, это машина, которая изучает подземную структуру. If you can see in this particular picture, it's showing them putting the lines out so that they can use the subsurface radar. Если вы видите, вот там они разложили определенные линии с сенсорами, чтобы увидеть, что находится под землей. And then you can see in this example too some of the anchor stones that were found. И вот здесь вы And how large также they видите are. фотографии вот этих якорных камней, насколько они были огромными. And a fascinating thing about these anchor stones is that they are all found kind of within a line, as if they were being cut from the ark as it was coming to where it could come down on И land. вот что интересно, что удивительно, то, что все эти якорные камни были найдены вот по одной линии фактически, то есть как будто бы их отрезали по мере приземления ковчега. And through the years, there have been people that have come along and put something on these anchor stones. И вот на протяжении времени люди, возвращаясь в эту местность, эти якорные камни разрисовывали. Many of the carvings on them are believed to be from the Byzantine area. Многие из тех рисунков, которые были нанесены на эти камни, считают, что это рисунки еще со времен Византии. And they will usually have put a cross on them, И вот что как бы рисовали, то есть там рисовали крест, but not just a cross. но не просто крест. They put a larger cross plus 7 others. Вот рисовали один большой крест и 7 более мелких, So representing the concept of, подразумевая концепцию Noah and his family. Ноя и его семьи. and it was in this particular location, very near this location, that there was a town that's been there for a long, long, long time. They claim it to be the home of Noah after the flood. И вот здесь, вот в этой местности, есть также город, который, очень-очень древний город, и говорят, что вот это то место, где поселился Ной. This happens to be a picture of one of the cross beams that they cut out that is petrified. И вот это одно из кусочков древесины палубы, который вырезали. And the next picture will give you an idea of how the anchor stones might have been used in relationship to the ark. И вот следующая картинка вам покажет, в общем-то, как использовались эти якорные камни. If you've got enough rain coming down and the boat being lifted, plus the Bible says the oceans of the deep were laid bare. И вот если достаточно осадка выпадает и ковчег
ковчег приподнимался, то и плюс еще Библия говорит, что открылись и также и внутренние воды были выпущены снаружи. This would have given the ark a very good stability within the tremendous amount of waters and waves and so forth that's having to deal with. Фактически вот у ковчега появилась очень стабильная такая поверхность, что касается в отношении к волнам и всем перипетиям, которые происходили. Now, somebody says, well, the Bible doesn't say anything about anchor stones. Ну, кто-то может сказать, что в Библии вообще ничего не написано о якорях. No, it doesn't, but it doesn't tell us every detail about the ark. Но там также не It tells us the описывается basics. буквально каждая деталь, что касается ковчега. То есть там говорится общий замер. But this is what they found. And you see, this is like a Byzantine type cross. And so there's a large one here and then 7 smaller ones И вот что around it. было найдено. То есть вот такой византийский крест, и он большой, видите, и еще маленькие вокруг. They discovered up in this area that it was very beautifully carved to where large ropes could be put through that and it wouldn't cut the ropes. И вот что также нашли тут, видите, вот это, в этом камне сверху прорезана такая вот дырочка, для того, чтобы туда можно было продеть веревку. И таким образом вот она как бы отполированная, так чтобы камень не перерезал веревку. A friend of mine who went with Ron Wyatt over there to look at this Друг мой, который был там с Роном Уайтом для того, чтобы посмотреть на эту местность, told me when he got through with that, he was personally very convinced that it was indeed the site of the ark. вот он сказал, что Давно. после того, как он побывал там, увидел все своими глазами, он для себя убедился в том, что это действительно место, где приземлился Ной ковчег. The Turkish government agrees, and they have actually put up a building that is a site where people can come and look at the site without going down and disturbing the site. Вот турецкое правительство тоже, в принципе, согласно с этой теорией. Они даже ну, как бы, такую смотровую площадку организовали, чтобы туристы могли посмотреть на эту местность, но при этом не ходить и не расхищать ее. And they also keep guards there to protect the site because if locals found out that this was something of a high significance, they might come and start taking parts of it away Ну и and trying to плюс sell эта it. And местность сейчас охраняемая, потому что they если don't want бы that to happen. местные узнали, что это вот какая-то очень важная историческая находка, то, естественно, они начали приходить, по кусочкам все это разбирать, чтобы потом продать. Now, some people have come along and said that is totally false. That is not the ark. That is not it. It was up on Mount Ararat, and they're still looking for it up on Mount Ararat. Люди, которые вот, кровь бизнесу говорят, что нет, это не ковчег, это не касается Ноя, и вообще ковчег был на горе Арарат, и вот до сих пор ищут его на горе Арарат. But like I said, the Bible does say it landed in the mountains of Ararat. Но That would be опять же, saying it landed somewhere in the Carpathian Mountains. Well, you don't have it landing necessarily on one of the tops of those. и вот But в somewhere Библии говорится, among что those. ковчег остановился в горах Араратских. То есть то же самое, что если там было написано, что в Карпатских горах. Не знаешь, что вот прям вот на одной конкретной горе, тем более ее нет, такой конкретной горы Карпаты, вот, но он приземлился где-то там, где-то в этой местности. You know, and I don't think that the Lord would have put it in a place where the animals would be falling off the mountain. Ну и я думаю, что Господь в своей мудрости то есть не остановил бы ковчег там, где животные, выходя, просто бы с горы свалились бы. Ну, собственно, на этом закончилась история животных. Did you have a question? Там вопрос у кого-то был? Так, примерно в каком году вот эта находка была? When did they make this discovery? What year? I don't know the exact year Я that не they знаю discovered конкретный it, but год, it's been within this century. ну где-то в этом веке. То есть у вас I'm до 100 лет. thinking somewhere in the neighborhood of maybe the 1960s, Где-то в 60-х годах, по-моему. but I'm not positive on that. Я не уверена. Кстати, вот фильм об этом есть на YouTube, поэтому вы можете для себя посмотреть. Yeah, there are. Yeah, I said there is a movie on YouTube about this. If I'm not Yes. mistaken, it was Russian translation. Yeah. Не вопрос, у меня комментарий. Ну, я знаю, что есть такой факт, я вот не помню год, когда советские какие-то исследователи наткнулись на это и стали об этом говорить и хотели опубликовать, все было уничтожено, это было сверхсекретно, потому что советские власти увидели это как доказательство Библии, естественно, запретили эту информацию распространять. Это 20 какой-то год, вот я, к сожалению, не помню. 1920? Да. Well, somewhere in 1920s, Soviet
archaeologists Какая-то found экспедиция this советская, site, да. and they were discovering it, and well, they found it that was authentic site, and they reported that back to the government, but government destroyed all the proofs that they had because that was no proofs for religion, and they were anti-religious. Okay, that's interesting. Очень I know that it was originally discovered by the Russians. Да, я знаю, And что do that, вначале yeah. русские нашли, конечно. But I didn't я know this в other курсе, part. но Thanks вот for sharing. вторую вот эту часть я не слышала. Now, the flood story itself has been widely discussed throughout different parts of the world. Что касается вообще самой истории о потопе, эта история описывается, пересказывается по всему миру. You see all of these little red dots on there. Вот вы, наверное, видите все маленькие красненькие точечки вот здесь на карте. Those are just some of the places where the flood story has been discussed within these different peoples. Вот это все те места, где или поселения, в которых есть своя история потопа. Of course, they were talked about among the Hebrews, И вот, конечно же, у евреев есть but the история потопа. Hindus, the Muslims, Micronese, У индусов, в Микронезии, Chinese, в Китае, Cherokees, у Чироки, племен from the Чироки, steppes of Siberia в Сибири. to the Aborigines and the Eskimos Вот и аборигены, и эскимосы, то есть у всех есть вот своя интерпретация. and the Mayas and the Incas all have their stories about a large flood. У племен майя, у инков, у всех есть история про вот этот великий потоп. One of the things that's fascinating to me is the Chinese language, Что для меня удивительно, это китайский язык. and they have a word for flood. И вот в китайском языке тоже есть слово, обозначающее потоп. But you know, they use these several symbols. Но вы знаете, что put китайские together a иероглифы word. состоят из нескольких символов, которые в общей своей массе они сформируют слово. My two grandsons are taking Chinese and they can already write it. I can't У believe it. меня внуки сейчас учат китайский, они даже пишут иероглифами, поэтому я вообще представить себе не могу, что так можно. Anyway, the word for flood, В любом случае, слово потоп. they combine water Это слово, состоящее из иероглифа, означающего вода, together потом вместе and the symbol of 8 people. и 8 человек. Isn't that interesting? Правда? Интересно. 8 people together in water. То есть иероглиф, означающий потоп, состоит из слов вода вместе 8 человек. Then there have been other discoveries that talk about the flood as well. Были и другие открытия, которые говорят о потопе. This is one of the evidences. It's called the Gilgamesh Epic. Вот один из свидетельств, одно из свидетельств, это эпос о Гильгамеше. And it's the Babylonian account of the flood. Это вавилонское описание потопа. It has similarities with the Bible account. Очень похоже на библейское описание потопа. And this tablet is one of the thousands of tablets that were discovered in the excavations of Nineveh, И вот, beginning in 1848. вот эта табличка была найдена с многими другими табличками на раскопках Ниневии в 1948 году. Nineveh was one of those places where they found thousands of tablets like this. И вот Ниневия это было то место, где нашли множество, тысячи табличек. Biblical Nineveh. Вот та Yeah. Ниневия, о которой мы читаем в районе, мы читаем. They found a whole library of these tablets. То есть вот там нашли целую библиотеку с такими табличками. And these were the clay tablets that were heated and dried. Это глиняные таблички, как мы вчера говорили, которые сначала писали, потом их сушили, потом запекали. Now, understand that in this, it describes the flood, a worldwide flood, with 8 people being saved. Вы должны понимать, что здесь описывается мировой потоп, где спаслось 8 человек. It does not use Но там не используется Noah and his wife and his 3 sons' names that we know. Ной, и вот его жена, и имена 3 его сыновей, с которыми мы знакомы. They're Babylonian names. Там, естественно, вавилонские имена. But the story is the same. Но история та же самая. Maybe a little variation, but Ну, not может быть, с much. какими-то вариациями, но тем не менее она не слишком сильно отличается от нашей, знакомой нам.
Now, this, of course, is a map that I wanted to show you and just kind of get you acquainted with some of the things that places that we're talking about. И вот эта карта, на которой указаны вот те места, о которых мы с вами говорили. Of course, this area is Babylonia, Вот Вавилония, Babylonia in here, а здесь Вавилон. and then you go on up into this area, you'll have Assyria, Вот если подняться вверх, там Ассирия располагается. you'll have then down at the very lower part here is a place called Ur. В нижней части место под названием Ур. What was located in Ur? Who came from Ur? Вот кто вышел из Ура? Ну, давайте почти второпись. Кто? Abraham. That's Авраам. right. Okay, Abraham. And Abraham, and this is actually, of course, showing the path basically of Ну и Abraham. вот здесь как бы там написано, что путь Авраама из Ура к Давану. And he goes up into here and finally comes down into this area as То есть вот well. он, выходя из Ура, приходит в ту местность. But I mainly wanted you to see the map just to kind of get an idea of Но я просто where хотела, certain чтобы things are located. вы увидели вот эту карту и, в общем-то, увидели, где что располагается. Now, isn't this the word Cush? Сузи. Susie. Okay, that's not it. Okay. There was another object that was found that's a very important object. Еще очень важный объект был найден, крайне важный. It's called by two names. Называется он двумя именами. It's called the Sumerian King List. Во-первых, список царей Шумера. It's also called the King List of Cush. Также называется список царей Киша. Or или Kish. Куша. Now, what's discovered on this is a description of a time before the flood И вот почему такой важный этот камень? Потому что здесь описывается период до потопа. and it lists the Sumerian kings who lived before the time of the flood. И вот там перечисляются шумерские цари, которые жили до потопа. It describes these kings as having very long lifetimes. И эти цари описываются как люди, которые жили очень долгой жизнью. Now, how they counted their years or their lifetimes, I don't know. Я не знаю, как именно они исчисляли, вот какие у них были, то есть расчисление годов или там But they're very long lifetimes compared to the ones that are listed below. протяжение A жизни. certain Но point тем in не this. менее, вот, жизнь была очень-очень долгой по сравнению с теми, кто были после. Of course, the Bible describes people's lives very long before the flood. Ну и, конечно же, в Библии говорится о том, что люди And до then потопа much жили less очень, after очень the time of долго, the flood. и намного меньше уже после потопа. But one of the significant things on this Что важно вот здесь? is a section of it. Вот эта часть клинописи, And in that section right there, it says, the flood swept over the land. After the flood, it swept over the land. The kingship had descended from heaven for a second time. Kish or Cush became the seat of kingship. и вот здесь говорится, что потом потоп пришел на землю, и после того, как потоп смыл все с земли, то царская линия была, то есть царь пришел с небес, и вот этот царь посел в Киша или в Куша. So this has become a very significant piece of archaeology to describe the fact that they believed in this flood. Ну вот почему важно? Потому что эта часть археологии доказывает, что люди верили в потоп, то есть они знали про потоп. The Sumerian king list is believed to be from about 2200 BC. Список шумерских царей датируется 2200 годом до нашей эры. And then, of course, there are a number of other things that have been found relative to the ark. И, конечно же, было очень много найдено других вещей, которые непосредственно связаны с ковчегом. The next slide shows you the remains or some of the ruins of Kish. И вот на этом слайде мы с вами видим остатки вот этого города Киша. It was very near Babylon, Этот город располагался очень близко к Вавилону. but this was the area where the Sumerian kings were. Но это та местность, где правили шумерские цари.
And of course, when I say Sumerian, understand it's not Sumerian, like we have Samaria Ну, over in у нас Galilee. есть Самария, есть Шумер. Но в нашем языке оно не очень похоже. But this area was called Sumer. В общем, вот эта местность называлась Шумер. Now, one of the things that they have found in this area near Babylon and Ur and some of these areas, they found a number of what we call ziggurats. А вот в этой местности нашли очень много таких вещей, которые мы называем зиккурат. Now, the Bible describes the people of the day building a tower that would reach up into the heavens. В Библии описывается, как люди-то тех времен решили построить башню, которая будет высотой до небес. This was after the flood, and the people began to multiply again upon the earth. После потопа, и люди снова начали заполнять землю. And Noah and his family had started living in a certain place, but the sons departed and went to other areas. То есть, его жена остались в определенной местности, а сыновья их разошлись. And then the Bible tells us in Genesis chapter 11, И в 11 That- главе Бытие Библия говорит нам, they were building this, and it was going great. They were doing a wonderful job of this. что они начали строить вот эту башню, и у них все хорошо получалось. То есть у них все это выходило очень быстро. But it describes how God confused their languages, Но потом говорится о том, как Бог смешал языки. which has made it difficult on all of us ever since. Что вот принесло проблему для всех нас, даже до сегодняшнего дня. Sure would be nice if we all spoke Russian, right? Было бы, конечно, классно, если бы Or мы все Ukrainian. на русском или Or all of на us английском spoke English. общались. I Или don't все care. вообще на You know what английском. language? Не все равно, на каком языке, лишь бы все одинаковые. But it would have made it much easier on all of us То than есть нам to бы было communicate. проще, что касается общения. But there was a purpose for this Но для этого happening. была определенная цель для этого. Now, we don't know exactly where this particular ziggurat or place called Babel was Ну located. вот я не знаю, Babylonian и мы Babel не Tower. знаем, где конкретно находился зиккурат, который именно вавилонский, о котором говорится в Библии. But it's very likely that it was one of these kind of structures. Но, скорее A ziggurat. всего, вот эта башня выглядела примерно вот так, как этот зиккурат. This is a very famous ziggurat that is at Ur. Это очень известный зиккурат, который располагается в городе Ур. And some people even believe that this might have been, Ну, и Part of the некоторые structure люди, of the Tower of естественно, Babel. верят, что вот but they can't prove it. может know. быть, вот это и была вот та Вавилонская башня, но доказать они ничего не могут. But it was very large and could have been built much, much, much higher Но than вот that. по своим замерам это было очень большое строение и могло по высоте быть тоже очень высоким. Now, like I said, I can't prove that this was the Tower of Babel, but just wanted to show you a structure. Ну, невозможно Probably доказать, что это именно more вот like what та it was самая like. Вавилонская башня, ну, чтобы вы представляли себе, как она могла выглядеть. Вот фотография. I saw an artist depiction of it one time, and it was this circular tower going Вот way up. я видела изображение художника, то есть представление художника о том, как могла выглядеть башня, и вот по спирали он ее изобразил. But I think it's probably more like Но this. мне кажется, что она больше похожа была на вот такие вот структуры. Now, one of the things that for years that people were saying was that they were saying that the Bible couldn't have been true as far as those early books of the Bible because writing had not come into existence by that time. Но вот также еще один аспект того, о чем будем говорить, то, что многие люди долгое время говорили, что вот те первые книги Библии, в которых мы читаем о событиях начала времен, это невозможно было все записать, потому что письменности не существовало на том этапе. That it was all just so very crude that Moses couldn't have written a law code like this that Что вот, the Hebrews люди have. были необразованы, Моисей не мог написать свой закон, который написал. Unbelievers very often want to challenge and say, these things just could not То happen. есть неверующие люди очень часто пытаются вот каким-то образом доказать, что это невозможно было, чтобы это произошло. And especially if they have been taught and they're going by this gradual timeline of evolution. Особенно если они придерживаются вот этого эволюции, то есть и периода развития эволюции. One of the things, though, that was discovered that suddenly, wow, showed that Moses certainly could have written a law code Но like вот this. как раз после тех моментов, когда люди начали сомневаться, было найдено вот такая, вот то, что вы сейчас видите на экране,
И это доказало, что Моисей вполне мог написать свод was законов. something called the Code of Hammurabi. Вот эта находка называется свод законов Хаммурапи. This code was actually, or this Code of Hammurabi is actually in the Paris Museum, in the И Louvre. вот now. сейчас эта находка находится в Лувре, в Париже. I remember when Mary Lee and I were living in England, and Я помню, что когда мы с Марили жили еще в Англии, we decided to take a trip over to Paris. мы решили съездить в Париж. Well, she wanted to see Versailles, Она, конечно же, хотела увидеть Версаль. and the metro in Paris was on strike, and everybody was in Paris in their cars. It was horrible to get around. На том этапе вот кто-то там в метро решил устроить страйк, и, в общем, метро не работало. То есть все ездили на машинах. И это было очень сложно передвигаться по Парижу. I wanted to go to the Louvre and see the Code of Ну, Hammurabi. я хотела, в свою очередь, попасть в Лувр и увидеть свод законов Хаммурапи. Well, she was very kind and let me get my way. Ну, она была очень доброй, и поэтому разрешила мне все-таки пойти в Лувр. So we went to the Louvre and I saw the Code И of вот Hammurabi. мы попали туда, я увидела свод законов. And she didn't get to see Versailles Ну, а она так и не увидела till several Версаль. years later. Ну, через несколько лет потом я ее свозила, но But I was able to take her back and let her see у that. меня получилось ее свозить еще раз, чтобы она все-таки увидела Версаль. But what it is, the Code of Hammurabi is a law code. Да вот что такое свод законов Хаммурапи? Это свод законов. And Удивительно. it predated Moses. И более того, датируется вот этот свод раньше времен Моисея. Hammurabi lived more in about the time of Abraham. Хаммурапи жил примерно во времена жизни Авраама. So it quieted the skeptics who said Moses couldn't have written the first 5 books of the Bible. Соответственно, те скептики, которые сомневались в том, что Моисей мог написать первые 5 книг Библии, ну, должны были замолчать. Because now there was proof that law codes had been written far before Потому the что time of Moses. появилось доказательство того, что своды законов писались задолго до Моисея. Now, as we come a little further, we come to the time of more of Abraham. И вот сейчас мы приблизимся к временам Авраама. And during the time of Abraham, of course, there were many things written in the scripture concerning Abraham and different events that happened in his life. Вот что касается времен Авраама в Писании, мы очень многое читаем относительно самого Авраама и тех событий, которые происходили в его жизни. Events that happened in the time of Isaac and then of Jacob. События, которые происходили во времена Исаака, Иакова. You know the story of Jacob and Esau? Вы все знаете историю Иакова и Исаака, правильно? How one brother deceived his brother. Когда один брат обманул другого брата. He escaped and went up to Haran. И он потом сбежал в Харан. And there he ended up marrying. Ну, а там в конце концов женился. He worked 7 years for his wife, and 7 then лет работал за одну жену, the father-in-law tricked him and gave him the wrong one. а потом его, кто он получается, свекр, ну, в общем, отец этой жены. He eventually, of подсунул course, ему ту жену, ended которую up marrying потом- Sarah, which, I mean, not Sarah, Рэйчел. Rebecca, right? Rachel, yeah. Rachel and Leah, yeah. Okay, А, Rachel. ну, а потом в конце концов отработал за вторую жену, женился на Рахиле. And of course, eventually they ended up coming back and meeting Esau. Ну и в итоге они все-таки встречаются с Исавом. Her father was Rachel's father, no, yeah. Rachel and Leah, right. Okay, I get all these names confused at Я times. уже прям вот иногда Anyway, запутываюсь. Rachel's father was all upset because she had taken some of the family idols. И вот если вы помните по истории, что отец Рахили очень расстроился, что кто-то украл семейных богов. Well, for a while, people were real skeptical of those stories because they said, well, we have no real evidence that was the way life was. И вот опять же, люди долгое время сомневались, говоря, что ну, нет свидетельств того, что вот такая жизнь была в то время. And the Bible writer probably just made up that stuff. И вот писатель Библии, скорее всего, просто придумал это все. Well, one of the things that was discovered with the clay tablets at Mara И вот что было найдено вместе с табличками из Марии, were lots of letters that were written
that described these very things, and it would have been about the time of Abraham, Isaac, and Jacob. И это было множество вот писем, которые описывали фактически вот такой уклад жизни. И датировались эти письма временами жизни Авраама, Исаака и Якова. So, they just simply revealed more about the culture of the time, and that the Bible's account was consistent with the culture of the То time. есть вот, эти письма рассказывают о культуре того времени и о том, что Библия, она фактически соответствует тому, вот, что описывалось в этих табличках. And that's the real significance of the Mari tablets. Ну и в этом вот, собственно, вся значимость табличек из Марии. Now, another thing that has been amazing that happened during the time of Abraham Вот еще одна очень удивительная вещь, которая происходила во времена Авраама. is the story of Sodom and Gomorrah. Это история о Содоме и Гоморре. Now, for years, people have been looking to see if they can find where Sodom and Gomorrah, and Долгое there were время about 5 cities that were burned at that time, люди and where they were. искали, где же Содом и Гоморра, где эти города, которые были сожжены огнем. I've seen stories and stuff on the History Channel about this, and И вот я много фильмов посмотрел на some of them will say, well, they don't know where these cities are. где до сих пор говорят, что вот не знают, где They're эти probably места. were buried in the Dead Sea somewhere after the. Может быть, они где-то вот problem. сейчас под поверхностью Мертвого моря, ну, то есть они уже затоплены. But again, this same archaeologist, and there have been others that have gone to this site, a site that is very near Masada. Но опять же, вот тот же самый археолог, который приехал в эту местность, эта местность очень близко к Масаде, если вы знаете, что такое Масада. It rains very, very seldom here. В этой местности практически не идут дожди. Ron White happened to be there right after one of the rains. И вот так случилось, что Рон Уайт приехал в эту местность как раз вот после одного из этих редких дождей. One of the things that he was noticing that in a lot of this area right in here, this what looked like sand was much, much whiter than a lot of the natural structures that were around it. Он заметил, что вот эта местность, вот этот песок по цвету очень сильно отличается от всей той местности, то есть от как бы, цвета песка вот там. So he decided to go into this area and look at it a little bit closer. Он решил ближе посмотреть на эту местность. As he did, he began to look at this and he began to find structures that would not normally be structures that would be found in nature. И вот рассматривая эту местность, он заметил, что структуры, находящиеся здесь, не очень похожи на природные структуры. There were a lot of the structures where you would see definite 45-degree angles. То есть много структур, в которых там... Yeah. Он заметил, что очень часто встречаются структуры, которые построены под 45 градусов. This is 90 degrees. Is that 90 degree? Okay, 90-degree angle. 90 градусов. Yeah, 45 would be there. Yeah. Yeah, okay. And he said, normally those are not found И in вот он сказал, что just обычно, nature itself, very seldom, то есть and not a whole bunch of them. в природе практически не встречается вот такой угол 90 градусов. То есть очень редко можно такое найти. And as he began to go further in, he discovered more and more of this structure that looked like it could have at one time been a city. Особенно вот в таком большом количестве. И он, рассматривая эту местность, увидел, что очень похоже на строение города. He later found other things that proved him to be right. И в дальнейшем он нашел и другие вещи, которые доказали его правоту. And some of the maps will begin to actually show this now. Here is Masada. И вот смотрите, некоторые карты начинают сейчас отмечать уже вот эти места. Вот это Масада. If you don't know what Masada is, Если вы не в курсе, we'll что discuss такое it Масада, more extensively in church history. о Масаде мы поговорим с вами на истории церкви. But from Masada Но из Масады, is Gomorrah. вот мы видим местность под названием Гоморра. Sodom is down in this area. Содом находится где-то в этой местности, Zoar down in here. Зоар где-то здесь. And there are a couple of the cities that are up above, just above the Dead Sea. И вот есть еще несколько городов чуть-чуть выше, то есть над Мертвым морем. Now, at one time, this whole land was a very, very lush land.
был период истории, когда эта местность была очень зеленой, очень живой местностью. Lots of vegetation. Там было очень много различных растений. You remember when you read the story of Abraham and Lot, how they decided to separate. И вот если вы помните историю Авраама и Лота, когда они решили разделиться. And he gave the option to Lot, you choose И вот where you and your Авраам husband дает would like to be. возможность Лоту решить, где же он хочет жить. And it says that Lot chose the greenest, most beautiful part. И там мы читаем, что Лот выбрал для себя зеленую, очень пригодную для жизни местность. Well, Lot chose a beautiful part, but he also got himself into trouble because he ended up finding a lot of friends that weren't really great friends. Решил поселиться в местности, которая была очень красивой, но при этом он сам себя поместил в очень неприятную ситуацию, где нашел много друзей, которые были не самыми лучшими друзьями. So these are the other two cities that were toward the north of the Dead Sea. И вот еще те два города, Адман, которые Зебулон. на север от Мертвого моря, Адмах и Зебон. And when he began to go out there, Ron White began to discover several different structures. И вот в этой местности Рон Уайт для себя открыл несколько очень интересных структур. This is one structure that he saw that he said looked like it could have been at one time a sphinx. И вот он говорит, что вот, глядя на этот камень, в принципе, и мы видим вот сфинкса или что-то похожее по форме на сфинкса. But he said, notice the whiteness of all this. Но он говорит, посмотрите, вот насколько белый по своему цвету песок здесь. This picture you see even more about the possibility or the look of maybe structures, wall structures. И вот, глядя на эту фотографию, тоже как бы очень напоминает вот структуру стен вокруг города. He was able to take samples from this that looks like dirt. И вот отсюда он взял пробы почвы. He took the samples back to Nashville, Tennessee, to a laboratory there. Эти пробы почвы он отвез в Нэшвилл, что в штате Теннесси. And they said, it is not dirt, it is ash. И они сказали, что вот эта почва, это совсем не земля, то есть не песок, это пепел. Of course, the Bible talks about the fact that God rained down fire upon Sodom and Gomorrah. И в Библии говорится о том, что Бог излил дождь из огня и серы на Содом и Гоморру. And it described what was coming down as brimstone, И вот он, в Библии говорится, что огонь и сера. or some translations would call it sulfur. Well, in our translations. Oh, it's in your translation stuff, sulfur, okay. And so Ron White thought, I really need to look further here and see what else could be И discovered. вот Рон Уайт начал исследовать эту местность, для того, чтобы увидеть вообще, что можно там найти. One of the things he discovered is he discovered patterns in some of these structures as if they had been burned with intense heat. И вот рассматривая структуру вот этих стен, предположительно, или камней, то он увидел, что очень похоже, как будто бы они были уничтожены очень сильным пламенем. You'll see all these circles Если and вы видите вот эти вот такие swirls. как бы завитушки на этой стене, That indicates at one time very intense heat. вот такая структура остается после очень сильного пламени. And he found other structures that had walls that, or walls like this, И and он then нашел вот другие структуры, possibly, he которые said, были this очень could have maybe been a type of ziggurat. похожи на Places where there were на windows. дома. И вот он нашел также это место, он говорит, похоже очень на зиккурат оно. Found a place where there were doors, Также вот структура or what looked like стене, где, doors. возможно, это было окно, или, возможно, это была дверь. But one of the most significant things that he found Но вот самое значимое из того, что он нашел, were little balls of sulfur all over the place. небольшие такие шарики с серой, которые по всей местности были, то есть вся местность усыпана ими. I mean, hundreds of thousands of these little balls all over this area. Тысячи и тысячи вот таких вот серных камушков по всей местности усыпаны. This piece that was found at the location of Gomorrah is made up of sulfur and magnesium, but the sulfur is 98% pure. И вот этот камушек был найден в местности Гоморры,
Состоит он по своей структуре из магнезия и серы, но сера по своей, то есть по своему составу на 98 чистая сера. Здесь 98%. Geothermal sulfur is only about 40% pure. That's what's found in other parts of the world. Геотермический сульфур или сера состоит на 45, на 40% из серы. То есть вот это самая чистая сера, которую можно найти в природе. And you can take a match and you can light it, И вот даже сегодня and it will можно burn today. взять спичку, поджечь этот камушек, и он будет гореть. These are a couple of pictures that I took from Masada. Это вот те фотографии, которые я сделала с местности Масады. And down in this area И вот was the здесь area of Gomorrah. это место расположения Гоморры. This is a little closer picture that I Это took. приближенная фотография, которую я сделала. And it's amazing to see how these ashen remains of Gomorrah, they were made of limestone, and when the brimstone landed on it, it created a very intense heat. И вот эти остатки Гоморры в испепеленном состоянии, и когда сера падала на город, то она горела с неописуемой температурой, Turning them into pure calcium sulfate. превращая все в местности в чистый сульфат кальция. So, if you want to know what God thinks about what happened at Sodom, you can go there and you can see it today. И вот если вы хотите узнать, что Бог думает о том, что произошло в Содоме, то вы можете посмотреть на его состояние сегодня. Nothing will grow there. Ничего там не растет. A weed won't even grow in that ash. Даже сорняки не растут в этой местности. And of course, that whole area of the Dead Sea, even though at one time it was very, very lush, today it is not lush Как мы anymore. видим сегодня, то есть та местность, которая раньше была очень заселенной, очень зеленой, вокруг Мертвого моря, сейчас там не растет ничего. Now I'm going to show you a little video of Ron Wyatt Я вам покажу небольшое видео того, как Рон Уайт picking out a piece of this. берет Sulfur. вот эту часть этого сульфура. And if you look in your dictionary, under brimstone, you'll find that it is sulfur. You can translate Ну, он that. фактически говорит, что вот если взять этот камушек, то это сера. And soon there was a beautiful blue flame produced by the burning sulfur. И вот если поджечь этот камушек сегодня, A то very strong aroma of этот sulfur filled камушек, the air камушек and was горит overpowering if one голубым directly breathed пламенем, the и fumes. запах очень характерный. Hmm? Where is the video? Up here. It's not showing down here. It's Oh, showing here. okay. Okay. That's so interesting. Yeah. So, anyway, that's part of what's been discovered about these Это cities вот то, что было найдено относительно and этих how they городов, were completely destroyed. и того, как они были полностью уничтожены. If you'll read the writings of Josephus, Если прочитать труды Иосифа Флавия, Josephus says that in his day, Иосиф Флавий говорит, что в его времена these same cities could be seen still, вот эти города до сих пор можно было увидеть. and he describes the destruction of those cities. И он описывает разрушение этих городов. And of course, the Bible describes Lot's wife looking back and turning to a pillar of salt. И вот также в Библии говорится о том, что жена Лота обернулась и превратилась в соляной столб. Now, Josephus says in his writings И вот that in Иосиф his day, Флавий говорит в своих трудах, что в его времена the salt pillar of Lot's wife could still be seen. соляной столб жены Лота все еще стоял, и можно его было увидеть. Now, I don't know whether it can still be seen today. There are some structures that people have taken pictures of that say that was Lot's wife. I don't know for sure about Я не that. знаю, можно ли сегодня найти этот столб, но многие люди фотографируют какие-то структуры и говорят, что вот это бывшая жена Лота. But I do know that in his day it could be Я seen. не уверен, что это так, но я знаю, что в его времена, во времена Иосифа Флавия, все Okay. это можно было увидеть. It's time for us to take a break. Пойдемте с вами Take a отдохнем break and then немножечко. А можно?